Привет, дорогие друзья! Я очень рад нашей новой встрече. В прошлом выпуске про МиГ-31БМ мы с вами договорились, что следующим будет Су-30СМ и модель от звезды. Но пришлось немножко подождать новейшую кабину, ниши и створки шасси от Temp Models. И ожидание того стоило. Качество просто бескомпромиссное. Мне такой подход очень нравится. Следить за стройкой Су-30СМ удобнее всего в нашей группе ВК. Подпишитесь обязательно, если еще этого не сделали. А чтобы не терять времени, я решил пока рассказать о другой интересной машине и сделать практически искоробочный вариант классной модели от Great Wall Hobby. Итак, встречайте американский палубный перехватчик F-14D. В комментариях к видео про F-15C, если не видели, посмотрите обязательно, многие писали мне, что зря я называл его первым в мире истребителем 4-го поколения. Ведь F-14 полетел на 1,5 года раньше. Вот только вряд ли F-14 можно в полной мере назвать истребителем, и это нисколько не умаляет его достоинств. Просто создавался он не для завоевания господства в воздухе, как F-15, а именно для перехвата. И эта узкая специализация определила и облик, и всю судьбу этого красавца. Давайте вместе посмотрим, как он рождался, а потом построим модель его самого современного варианта F-14D Tomcat, или как его иногда еще называют Super Tomcat. История специализированного палубного перехватчика началась в США еще в середине 50-х годов прошлого века. Как водится, в ответ на угрозу из СССР в виде новейших бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и Ту-22. Раньше задачей перехватчиков было уничтожение бомбардировщиков, но теперь возможность пуска с них крылатых ракет за несколько сотен километров от цели заставляла искать варианты борьбы уже с ракетами. А это в первую очередь большое количество целей и специфический профиль полета. Поэтому в 1957 году появилась программа FADF – Fleet Air Defense Fighter. И среди множества аванпроектов выбор военно-морского флота США пал на довольно экзотический аппарат Douglas F-6D1 Missiler. На самом деле ничего удивительного. Для уничтожения большого количества крылатых ракет не были нужны ни маневренность, ни большая скорость, поэтому Missiler был просто воздушной платформой для залпа ракет большой дальности. Но уже тогда сформировалось основное требование к системе вооружения и ракетам. Мощнейший радар с возможностью одновременного и дальнего обстрела до 6 целей 6 ракетами. Кстати, радар был наследником РЛС-перехватчика Lockheed YF-12A, брата знаменитого Blackbird. А изначально он должен был появиться на перехватчике North American XF-108 Rapier. Но в итоге не состоялись ни YF-12A, ни XF-108, ни F-6D1. Программу палубной платформы для запуска ракет закрыли в 1961 году как слишком узкоспециализированную и дорогую. Но связка мощной РЛС, сложной системы вооружения и дальнобойной ракеты вновь возродилась как птица Феникс. Может, поэтому так и назвали ракету AIM-54. А РЛС в новом варианте получила индекс AN-AWG-9. Теперь на роль платформы для этой связки радара и ракеты претендовал F-111 в палубном варианте B. Вообще этот самолет, ставший, кстати, во многом ориентиром для нашего Су-24, должен был стать универсальной машиной. В 1960 году по программе TFX Tactical Fighter Experimental его задумывали как унифицированные по планеру и системам истребитель-перехватчик и ударный самолет в сухопутном и палубном варианте, чтобы разом соответствовать требованиям всех трех ветвей боевой авиации США – ВВС, флота и корпуса морской пехоты. Но в итоге моряки самолет не приняли, связки мощного радара и Феникса он тоже не получил, да и выжившие сухопутные варианты ударный и самолет радиоэлектронной борьбы не особо прижились. И вот связка радара и ракеты наконец-то добралась до программы VFX Naval Fighter Experimental по созданию чисто флотской машины палубного перехватчика для обороны авианосных соединений. Ее итогом и стало рождение F-14. По сути, эта программа 1967 года вместе с программой 1965 года FX по созданию истребителя для ВВС, которым стал F-15, стала признанием невозможности создания единого базового самолета для всех.
Причем интересно, что стартовавшая на 2 года позже программа палубной машины, которую вела традиционная для флота фирма Grumman, опережала сухопутный проект, доставшийся McDonnell Douglas. Немалую роль в этом сыграл вице-адмирал Томас Фрэнсис Коннери, занявший в 1966 году пост заместителя командующего военно-морскими силами США по авиации. Он был горячим поклонником концепции отдельного самолета для флота, и с ним неразрывно связывают само название Tomcat, мол, это сокращение от Tom's Cat, то есть кот Тома, хотя слово Tomcat в принципе вполне самостоятельное и обозначает просто взрослого кота. Кстати, кошачья тема в названиях была традиционной для фирмы Grumman. F4F Wildcat, F6F Hellcat, F8F Bearcat и так далее. Одним из первых решений нового главного по морской авиации стало прекращение финансирования F-111B и лоббирование программы нового палубного перехватчика. И помогла ему в этом в том числе атака египетских, читай советских, ракетных катеров, которым в октябре 1967 года удалось потопить израильский, а в девичестве британский эсминец Эйлат. Дальше события развивались стремительно. 1 февраля 1968 года с фирмой Grumman был подписан контракт на проектирование и постройку опытных самолетов по программе VFX. Причем реализация предлагалась в 2 этапа. VFX-1 с двигателями TF-30 от F-111 должен был стать чистым перехватчиком, а VFX-2 уже предполагался с новыми двигателями ATE, Advanced Technology Engine, унифицированными, как тогда предполагалось, с будущим F-15, и в роли многоцелевого палубного самолета. Кстати, у палубной программы VFX была еще одна интересная ветвь — VFAX, где A означает Attack, ударный. И плод этой ветви не что иное, как FA-18, о котором обязательно будет отдельный рассказ. И модель FA-18E от Academy уже ждет своего часа. Но вернемся в февраль 1968 года. Итак, фирма Grumman уже получила заказ на работы по теме VFX. Одновременно один из главных унификаторов между ВВС и флотом, министр обороны тех лет Роберт Макнамара, ушел в отставку. Тут же прекратилось полностью финансирование F-111. И только в июне 1968 года Минобороны США отправила запрос на проработку проекта палубного перехватчика авиационным фирмам General Dynamics, McDonnell, North American Rockwell, альянсу Link Tenco Vought и Grumman, которая уже полным ходом работала по этой теме. Важно, что, судя по этому запросу, флоту была нужна уже совсем не пусковая платформа, а истребитель-перехватчик, способный вести воздушный бой, в том числе маневренный. По сути, предлагалось не мощное и дальнее дополнение к служившим в то время на флоте многоцелевым F-4 Phantom II, а во многом их замена. По крайней мере, на это намекали существенно более высокие требования. Скорость до 2,2 Маха, в 1,5 раза лучшие разгонные характеристики, большая дальность и вооружение не только ракетой AIM-54 Phoenix, но и AIM-7 Sparrow и AIM-9 Sidewinder, 20-мм пушка и даже до 15 бомб МАК-82. В то же время непосредственных требований обеспечить завоевание господства в воздухе, которые были детальнейшим образом прописаны для F-15, здесь не было. Уже 1 октября все того же 1968 года фирмы представили свои аванпроекты. Инженеры North American Rockwell единственные, кто осмелился обойтись без крыла изменяемой стреловидности. Их проект NR-323 — это развитие NAA-335, который North American тогда еще без Rockwell представила на конкурс FX. Та же интегральная компоновка, так вдохновившая наше УКБ Сухого, только с крылом большей площади и меньшей стреловидности. McDonnell предложил экзотическую схему с крылом изменяемой стреловидности и ПГО, причем сразу в 2 вариантах. Один с двигателями TF-30, как у F-111 и других конкурсантов, а второй с альтернативными моторами от General Electric. Link Tenco Vought создавала свой проект не только в сотрудничестве с Lockheed, но и с привлечением французской компании Dassault, которая в свое время помогала создать Mirage G с изменяемой геометрией крыла. Проект V507 как раз очень напоминал Mirage G. В плане вооружения V507 был несколько слабее других проектов и не предусматривал полуконформного размещения дальнобойных ракет Phoenix, только Sparrow или Sidewinder.
Зато V507 был доведен до стадии постройки полноразмерного макета. General Dynamics для конкурса творчески переработала собственный F111B, укоротив фюзеляж за счет иного расположения двигателей и новых воздухозаборников и перекомпоновав кабину под тандемное размещение пилотов. Таковы были требования по обзорности для ведения воздушного боя. Grumman тоже брал за основу F111B, ведь несмотря на то, что это самолет General Dynamics, именно Grumman отвечал за вопросы палубной специфики и систему вооружения, с ее интеграцией, потому что разработчиком, собственно, РЛС и ракеты Phoenix была фирма Hughes. А если учесть, что Grumman начала работу над проектом на месяцы раньше конкурентов, то неудивительно, что уже было проработано около 2000 вариантов компоновки новой машины, известной как проект 303. Постепенно вырисовывались черты будущего F-14. Характерное размещение двигателей, воздухозаборники, кстати, один в один, как у Су-27. Был и вариант с обычным крылом, без изменяемой стреловидности, с одним килем, с двумя, с фальш-килями, без них. 5 января 1969 года объявили финалистов конкурса аванпроектов — Grumman и McDonnell Douglas. Но уже через 10 дней остался финалист только один — конечно, Grumman. Интересно, что победивший на стадии аванпроекта перехватчик 303E был однокилевым со складными фальш-килями и складным стабилизатором. Еще пара недель, и в кармане у Grumman уже лежит твердый контракт на постройку 463 серийных истребителя. Лихо. Tomcat проектировался сразу в 3 вариантах, и стартовым был F-14A с двигателями TF-30. Таких машин должно было быть построено всего 67, включая 12 опытных образцов. Версия F-14B планировалась с новыми двигателями F-401, а F-14C еще и с модернизированными системами вооружения, обмена тактической информацией, навигации и связи. В сумме флоту нужно было более 700 F-14 всех 3 модификаций. Они должны были со временем полностью вытеснить F-4 и F-8. В самом начале проектирования серьезно переделали хвостовую часть. Вместо одного массивного киля и складных фальш-килей появились 2 киля поменьше и небольшие подфюзеляжные гребни. Это немного увеличило массу, но так было надежнее. Потому что вариант с одним килем в случае, например, отказа механизма раскладывающего фальш-киля на посадке, например, был статически неустойчив к порысканию во взлетно-посадочной конфигурации. Система управления у F-14 обычная бустерная, а не электродистанционная, поэтому такой отказ делает посадку на авианосец для строевых пилотов средней квалификации крайне трудной, практически невозможной даже в хороших условиях. Конструкторы фирмы Grumman старались максимально избавить будущий F-14 от проблем, которые были обнаружены еще на F-111, с такими же, как у F-14A, двигателями и тоже с крылом изменяемой стреловидности. Двигатели требовали идеальной синхронизации с работой воздухозаборников и сопел. На F-111 этого добиться не удалось, поэтому одним из бичей, можно сказать, этой машины был помпаж двигателей. Забегая вперед, на F-14A эту проблему до конца тоже не решили. А главным минусом узла складывания крыла у F-111 был низкий ресурс. И эту проблему на F-14 решили радикально. Вместо стальной конструкции, собранной на болтах, появился совершенно новый кессон, который из титановых сплавов сваривали в вакууме на специальной электронно-лучевой установке. На ней же, кстати, сваривали кессоны крыла для первых 2 прототипов европейского боевого самолета MRCA, который в серии превратился в истребитель-бомбардировщик «Торнадо». Получилось капитально. Назначенный ресурс более 5000 часов статических испытаний перекрыли с 4-кратным запасом. И, конечно, это было и очень дорого. Только один этот кессон массой почти тонну стоил $1 миллион в ценах 1969 года. При общей цене одного самолета по контракту 11 миллионов. Это, кстати, почти в 5 раз выше, чем цена на тот момент актуального достаточно самолета F-4J Phantom II. Но на конструкции передового палубного перехватчика не экономили. Доля титана доходила до 25% по массе против 4% у того же F4. Из титановых сплавов, например, делали детали воздухозаборников, хвостовой части фюзеляжа и даже обшивку крыла.
Кстати, стреловидность крыла менялась автоматически от взлетно-посадочных 20 градусов до максимальных эксплуатационных 68. В этом случае крыло практически сливается с наплывом той же стреловидности. А при хранении на авианосце стреловидность дополнительно увеличивается до 75 градусов. Закрылки и предкрылки тоже управлялись в штатном режиме автоматически, в том числе и потому, что при складывании крыла механизация пряталась в фюзеляж. Еще один элемент механизации редко попадает на фото. Это треугольные выдвижные поверхности, которые прячутся в наплывах крыла. Эдакое неотклоняемое ПГО. На дозвуке эти поверхности улучшают маневренность, но основная их функция — разгрузка хвостового оперения и уменьшение балансировочных потерь на сверхзвуке. Колоссальную работу проделали создатели РЛС и системы вооружения. Ведь ни радар F-14, ни ракета «Феникс» не имели себе равных вплоть до появления в СССР МиГ-31 во второй половине 70-х. AN/AWG-9, которая должна была появиться на F-111B, к моменту появления F-14 сохранила только название. Элементная база уже была на полупроводниках, габариты были меньше, характеристики были еще более выдающиеся. Для сравнения, просто в старом варианте радар весил 800 килограммов, мог сопровождать 18 целей и работать только с ракетой «Феникс». У F-14 сопровождение до 24 целей, наличие выделенных каналов для постановки помех, работа не только с «Фениксом», но и с AIM-7 Sparrow, и при этом сам радар компактнее и на 200 килограммов легче. Для достижения дальнобойности РЛС наделили огромной мощностью передатчика, почти в 2 раза больше, чем у совсем не слабого радара F-15 и аж в 20 раз больше, чем у Фантома. Кстати, F-14 получался прорывным для своего времени не только по части системы вооружения, но и по общему уровню конструкции и по весовому совершенству. Помог богатый опыт фирмы Grumman в космической сфере. И программа Apollo, и лунные модули — это все тоже фирма Grumman. В 1970 году началась постройка прототипов. Для ускорения испытаний их сделали 12 штук. Первый опытный YF-14A поднялся в воздух 21 декабря под управлением ведущих летчиков фирмы Grumman Роберта Смита и Уильяма Миллера. Полет длился всего 9 минут и прошел успешно. Но уже во втором испытательном полете 30 декабря самолет разбился. Отказала сначала одна, а затем и вторая гидросистема. За этим полетом наблюдали семьи Смита и Миллера, и, к счастью, оба пилота успешно катапультировались буквально в последнее мгновение. Купола парашютов окончательно наполнились только взрывной волной от упавшего самолета, прямо как в знаменитой аварии Анатолия Квочура на МиГ-29 в Ле-Бурже. Кстати, своеобразным бонусом аварии первого прототипа F-14 стало подтверждение выдающейся прочности того самого сварного кессона из титанового сплава. Говорят, что на месте падения самолета огромная конструкция лежала практически невредимой. Сборку остальных прототипов ускорили, и тянуть программу испытаний потерянной машины должен был 12-й прототип. Ему даже поменяли заводской номер с цифры 12 на 1X. Вторая машина поднялась в воздух в мае 1971 года, а на 4-й уже стояла комплектная РЛС. И всего до конца 1971 года летало уже 8 прототипов. Испытания шли максимально интенсивно, и, конечно, при таком уровне сложности и новизны F-14 ставил перед разработчиками много вопросов. Например, было непонятно, как приступать к исследованиям на больших углах атаки. По результатам продувок в аэродинамической трубе новая машина была склонна к плоскому штопору. Но сбрасываемая модель в масштабе 1 к 10 в штопор входила неохотно и легко из него выходила. А по теоретическим выкладкам НАСА F-14 мог безопасно летать на углах атаки аж до 32 градусов. Решили подходить к предельным режимам осторожно. Поначалу для улучшения управляемости по бортам кабины ставили дополнительные пластины. Ну а затем использовали для подстраховки противоштопорный парашют. Испытания показали, что с управляемостью на малых скоростях все отлично. Самолет мог без проблем забрасывать угол атаки до 90 градусов. Да-да, F-14 мог делать это задолго до появления наших Су-27 и МиГ-29 и до появления имени собственного этой фигуры — Кобра. В
конце 1971 года к испытаниям подключился военно-морской флот. Параллельно строились 8 условно-серийных самолетов F-14A Block 60. Все они поднялись в воздух в 1972 году. Далеко не все шло гладко, и самолет не сразу подтверждал даже ключевые характеристики, в первую очередь дальность и боевой радиус с расчетной нагрузкой. Ну и плюс, помимо первого прототипа, было потеряно еще 2 опытных машины. 10-й опытный экземпляр, который совершил 28 июня 1972 года первую в истории F-14 посадку на палубу авианосца Форестол под управлением морского летчика, всего лишь через день разбился в штате Мэриленд во время подготовки к традиционному авиашоу по случаю Дня независимости США, который, как известно, празднуется 4 июля. К сожалению, катастрофа унесла жизнь одного из лучших испытателей фирмы Grumman Уильяма Миллера, того самого, который успешно катапультировался из первого YF-14A. По словам очевидцев, уже после комплекса пилотажа пилот слишком поздно начал выводить машину из снижения. Видимо, потерял пространственную ориентировку над водной поверхностью, потому что в тот день над Patuxent-River стояла еще и дымка. Как назло, в том полете Миллер был один, и предупредить его об опасности было просто некому. Позже остатки самолета были подняты на поверхность, и их нашли при помощи автоматического радиомаяка. К тому времени такими маяками начали оснащать все самолеты военно-морских сил США. Еще через год разбился прототип номер 5. Это произошло на испытаниях вооружения. Во время отработки старта с разных пилонов ракета AIM-7 Sparrow, слава богу, без боевой части, штатно сошла с хвостового подфюзеляжного пилона и попала в район левого двигателя, вызвав пожар и потерю управления. Летчики Пит Первис и Билл Шерман после такого самострела успешно катапультировались, и их подобрал спасательный вертолет. Конечно, систему старта ракет после этого случая доработали. Главной проблемой F-14A стали двигатели TF-30. И речь не только о склонности к помпажу, которую победить так и не удалось. Летчики говорили: мы не летаем на F-14, мы управляем двигателями. Самолет мог явно больше, чем ему позволяли двигатели. Ему не хватало тяги, ему не хватало стабильности и надежности. Конечно, он все равно был на голову выше F-4, но серьезно уступал F-15, особенно на вертикальных маневрах. Изначально двигатели TF-30 предполагались на F-14 вообще в качестве временных, но до новых версий надо было еще дожить, и в 1972 году над еще не принятым в эксплуатацию перехватчиком начали сгущаться тучи. Во-первых, фирма Grumman в целом чувствовала себя все хуже в финансовом плане. Лунную программу США к тому моменту закрыли, контракт на Space Shuttle, за который фирма так боролась и на который так надеялась, достался в итоге конкурентам из North American Rockwell, а бизнес-джет и Gulfstream продавались неважно. Во-вторых, расчеты показывали, что только себестоимость F-14 для самой фирмы Grumman составляла $16 миллионов, а цена по контракту 11 миллионов. То есть, по идее, чтобы окупить затраты на разработку, цена должна была быть около 20 миллионов, почти в 2 раза выше контракта. Правительство США с таким ростом цены, конечно, не соглашалось и требовало снижать издержки. Оптимизация была масштабной, с увольнениями и сокращением занимаемых площадей. Но, конечно, контрактная цена оставалась все равно глубоко нерентабельной. Стороны в конечном счете согласовали увеличение цены, но только после закупки первых 134 машин по цене контракта, по 11 миллионов долларов. На всем этом Grumman должен был потерять около 200 миллионов долларов. Нависла реальная угроза банкротства. Конечно, банкротству очень обрадовались бы конкуренты из McDonnell Douglas. У них-то был наготове уже проект палубного F-15N со складным крылом, посадочным гаком и возможностью подвески тех же самых ракет Phoenix. При этом Grumman, наоборот, продвигал сухопутный вариант F-14 в ВВС для замены устаревших перехватчиков F-106 Delta Dart. А ведь всерьез обсуждалась и совсем радикальная альтернатива. Вообще не делать ни F-14, ни F-15 и бросить все силы на легкие машины, будущие F-16 и F-18. Спасение и F-14, и всей компании Grumman пришло откуда не ждали – из Ирана. Первый и единственный экспортный контракт в истории F-14 подоспел как раз вовремя.
Под твердый заказ 30, а потом еще 50 машин фирма Grumman получила жизненно необходимые кредиты. Кстати, Иран рассматривал и F-15, и говорят даже, что выбор был сделан прямо во время демонстрации обеих машин шахиншаху Ирана Мохаммаду Реза Пехлеви. Это было на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд, летом 1972 года. Тогда Tomcat действительно поразил всех, выступив ярче, чем более маневренный и тяговооруженный F-15. По условиям показа обе машины должны были быть заправлены одинаковым количеством топлива, но F-15 летал первым, а F-14 в этот момент уже запустился и прожигал топливо стоя на земле. В итоге в моменте его тяговооруженность была не меньше, чем у F-15. К тому же летчик Игла честно показал максимально допустимые для модификации A 7 единиц перегрузки. А пилоту F-14A плюнули на все ограничения и вышли аж на 8,5 G при лимите 6,5. Но, конечно, Иран покорили не пилотажные возможности F-14 и тем более неспособность базироваться на палубе. Единственная причина — это уникальные характеристики РЛС и ракет Phoenix для защиты прежде всего от МиГ-25, которые уже производили впечатление безнаказанными полетами над Израилем и которые могли в самом ближайшем времени появиться на вооружении Ирака. Пехлеви, имевший военное образование, наверняка сделал свой выбор задолго до демонстрации машины вживую. Интересно, что Иран формально не входил в число ключевых союзников США или НАТО, но был довольно крупным покупателем американской военной техники, а еще, например, предоставлял свои аэродромы для ВВС США. Так было при организации разведывательных полетов высотных Ю-2 вдоль ирано-советской границы. И все равно разрешение на поставку новейших перехватчиков в стране, по сути, третьего мира, которое утвердил лично президент США Никсон, было абсолютно беспрецедентным. Конечно, Вашингтон настаивал на урезании функционала F-14, но на деле перехватчик лишился лишь оборудования для палубного базирования, само собой, тепловизионной системы, которая была совершенно не нужна иранцам, и части системы РЭП. А главная изюминка самолета РЛС, ради которой, собственно, и затевалась вся сделка, осталась практически нетронутой. Ракету Phoenix тоже поменяли не очень сильно, хотя она в упрощенном варианте лишилась на всякий случай помехоустойчивости против американских систем РЭП. И таких ракет стоимостью, между прочим, $1 миллион каждая, Иран заказал 714 штук. Забегая вперед, в Иране у F-14 все пошло совсем не по плану. В 1975 году были поставлены первые машины, в 1977 была достигнута их приемлемая боеготовность, но уже в 1979 году случилась революция. Последний из заказанных Ираном F-14 так и не был поставлен, контракт на еще 30 машин был аннулирован, ракет Phoenix успели поставить только 284, а новых модификаций Sparrow и Sidewinder вообще ни одной. Но вернемся в США. В 1972 году были успешно завершены испытания ракеты Phoenix. Выдающиеся характеристики и ракеты, и РЛС были подтверждены пусками по мишеням. Недоступная другим ракетам дальность достигалась благодаря очень хитрой, по сути, аэробаллистической траектории полета ракет. И рекордная дальность поражения мишени, которая имитировала Ту-22, летящий на скорости 1,5 Маха, составила 213 километров. А финалом испытаний вооружения стал залповый пуск 6 ракет по 6 мишеням с одного самолета. Это было в ноябре 1973 года. Итог: 4 попадания и 2 промаха. Один из-за отказа самой мишени, второй — головки активного радиолокационного наведения ракет. В 1973 году первые F-14A начали поступать в эскадрильи VF-1 и VF-2, а в 1974 году уже приступили к несению службы на борту атомного авианосца Enterprise. Интенсивные полеты привели к первым авариям. С разницей в 2 недели в 1975 году было потеряно 2 строевых F-14A. И в обоих случаях летчики успешно катапультировались. Причину аварии установили быстро — пожар двигателя из-за разрушения лопаток компрессора. Полеты приостановили и выявили повреждения лопаток на еще 45 двигателях. Вообще замена двигателей стала привычным делом для эксплуатации F-14A. Только за один дальний поход Enterprise на 12 томкатах эскадрильи VF-2 двигатели меняли около 100 раз. В
1975 году состоялся публичный дебют F-14 на авиасалоне в Ле-Бурже. Конечно же, машина была досконально осмотрена и отфотографирована советскими специалистами. Кстати, экспозиция СССР на том салоне была тоже очень интересной. Новейший на тот момент МиГ-25РБ, МиГ-23М, Ил-76, а еще экспортный вариант Ми-24 и гигантский В-12. Ну и печально знаменитый Ту-144, который вновь выполнял полеты, стараясь затмить ужасную катастрофу здесь же 2 годами ранее. В истории F-14 1975 год важен еще и тем, что наконец-то на боевое дежурство заступил его главный помощник, самолет ДРЛО И-2С «Хокай». Тоже, кстати, продукция Grumman. Успешность такой связки показали учения со стрельбами-ракетами «Феникс» по скоростным мишеням CQM-10, которые имитировали МиГ-25. «Хокай» обеспечивал перехватчикам первоначальное наведение, а дальше F-14 обходились своими силами. По сути, это был основной профиль работы F-14. Вспомогательным видом миссии было сопровождение штурмовиков А-6 Intruder и А-7 Corsair и прикрытие их групп от истребителей противника. В 1976 году разбился еще один F-14A. Та же проблема с двигателем и опять полеты всех машин, а их было поставлено во флот уже 145 штук, приостановили на 2 месяца. И сразу после возобновления еще одна авария. При рулении по палубе двигатели одной из машин самопроизвольно вышли на максимал, и F-14 упал за борт и затонул. И вновь летчики успели катапультироваться. Пикантность этой аварии была в том, что рядом находились корабли ВМФ Советского Союза, поэтому тут же была начата операция по поиску и подъему самолета, которая заняла 1,5 месяца. К 1983 году все запланированные поставки F-14A были завершены. Всего таких машин сделано 557 штук. Томкаты базировались не только на десятке авианосцев, но и на 2 наземных базах резерва авиации ВМС США – Даллас и Мирамар. Проблемы с двигателем TF-30 были настоящей головной болью эксплуатантов. И дело не только в потерянных машинах, просто самих летных происшествий было море. И помпаж при энергичном маневрировании, и пожары, и обледенение воздухозаборников. И, в общем, двигатель действительно был очень капризным. Ведь справедливости ради, изначально он был разработан для бомбардировщика и с совершенно другим набором режимов и требований, и вообще не должен был стать основным для F-14. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Во-первых, Grumman едва не обанкротилась в начале 70-х, просто не имела ресурсов на разработку модификаций с другим двигателем. Во-вторых, другого двигателя в нужной степени готовности просто не было. Изначальный план по созданию унифицированного двигателя не воплотился в жизнь. На его основе для F-15 и F-16 фирмой Pratt & Whitney создавался двигатель F-100. А вот морская версия F-401 дальше испытаний на 7-м прототипе YF-14A не продвинулась и по техническим, и по экономическим причинам. Но необходимость нового двигателя для F-14 никуда не делась, особенно на фоне роста численности парка, налета и количества летных происшествий. И в итоге такой двигатель был найден. Как ни странно, тоже с бомбардировочной родословной. За основу взяли огромный двигатель General Electric F-101 для бомбардировщика B-1 и сделали на его базе двигатель F-101 DFE – Derivative Fighter Engine, то есть буквально производный двигатель для истребителя. Его проектировали уже с учетом истребительной специфики, благо у GE были наработки по двигателю F-404 для FA-18. Новыми двигателями оснастили все тот же 7-й F-14A, в 1981 году он получил яркую окраску и имя Super Tomcat. А двигатель в итоге назвали F-110, и именно он победил F-100 от Pratt & Whitney в так называемом великом противостоянии двигателей. В итоге им стали оснащать и F-14, и F-15, и F-16. Самолет с новыми двигателями назвали F-14A+, и этот плюс был гигантским. Тяговооруженность увеличилась на треть, ресурс вырос в 3 раза, экономичность, а значит и дальность, и боевой радиус минимум на 30%. В серию машина пошла в конце 1987 года под обозначением F-14B. Фактически флот получил в полной мере тот самолет, на который рассчитывал, только через 15 лет после начала эксплуатации F-14.
Но сделано было только 38 таких машин, и еще 32 было ремоторизовано из относительно свежих F-14A. Потому что настоящей модернизацией виделся наш сегодняшний герой F-14D. Это не только новые двигатели, но и полная переработка и полная цифровизация бортового оборудования. Новая RLS AN APG-71 стала еще более дальнобойной, помехозащищенной и универсальной. Появились не только режимы работы по наземным и морским целям, но и полная интеграция с навигационной системой, с новейшими средствами РЭП, появилась сдвоенная телевизионная и инфракрасная обзорно-прицельная система, и появилась возможность интеграции любых подвесных контейнеров и использования всей номенклатуры существовавшего на тот момент вооружения, включая ракеты AIM-120 AMRAAM и модернизированный AIM-54C Phoenix. Получился настоящий многофункциональный боевой комплекс с широчайшими возможностями и, благодаря цифровой начинке, возможностью дальнейшей модернизации. В конце 80-х годов F-14D вышел на испытания, а производство началось в 90-м году. Но F-14D опоздал. Сама концепция F-14 как изначально узкоспециализированного самолета уже устарела. У флота появился новый фаворит – многоцелевой FA-18 Hornet. Да, не такой мощный в роли перехватчика, но, собственно, кого было перехватывать в начале 90-х американцев? СССР, настороживший было Запад в 80-х своими Су-27, МиГ-29 и Ту-160, стремительно разваливался. А универсальный и по-настоящему многоцелевой FA-18 был и актуальнее, и дешевле. Я обязательно поподробнее расскажу о противостоянии Tomcat с Hornet в выпуске про FA-18E. Программу F-14 сначала сильно сократили, выпустив до 1992 года только 37 новых F-14D и модернизировав до этого уровня еще 18 F-14B. Им вообще еще повезло появиться на свет, потому что всерьез рассматривался вариант немедленного и полного закрытия программы. А ведь еще пару лет назад план Пентагона включал 127 F-14D новой постройки и модернизацию почти всего парка остальных F-14 — 390 машин. В итоге самым массовым вариантом Tomcat так и остался F-14A. Фирма Grumman не оставляла попыток реанимировать проект, предлагая, например, ударную модификацию F-14 Quick Strike для замены снятых с производства собственных штурмовиков А-6 Intruder и, конечно, в пику создаваемой глубокой модернизации FA-18 и F-Super Hornet. Но не вышло. Вместо создания новой и поэтому дорогой версии изначально узкоспециализированной машины, военные сосредоточились на расширении ее функционала для работы по наземным целям с помощью прицельных контейнеров типа TARPS или Lantern. На все три, причем модификации F-14A, B и D. И в итоге без существенной модернизации F-14 научился применять, например, бомбы, в том числе с лазерным наведением. А заодно получил прозвище Bombcat. К середине 2000 года все F-14D получили последнее обновление — цифровую систему управления полетом, она же DFCS — Digital Flight Control System. Это не только защищало летчика от выхода на опасные режимы при пилотировании, но и увеличивало точность бомбометания. А уже всего через 5 лет, в сентябре 2006 года, все F-14 были сняты с вооружения в США. За свою довольно долгую службу F-14 ВМС США успел поучаствовать во многих военных конфликтах, включая относительно недавние Югославия, Афганистан, Ирак. Причем Tomcat выступал и в роли перехватчика, и благодаря подвесным контейнерам использовался в качестве бомбардировщика или разведчика. Каких-то выдающихся результатов самолет не показал. Несколько воздушных побед и единственное подтвержденное поражение от огня ПВО. Интересно, что американцы сильно экономили фениксы из-за их безумной цены и во время обучения, и в бою. И многие экипажи F-14 вообще никогда не запускали эту ракету. Гораздо интенсивнее использовались иранские F-14A. В Ирано-Иракской войне 80-х годов Tomcat сбили по разным данным от 30 до 160 самолетов и вертолетов. Но и здесь самым результативным оружием стал Sidewinder, а на счету фениксов только около трети побед. При этом и потерь иранских F-14 было немало, от 10 до 20 машин. И от истребителей, и от огня ПВО.
Кстати, около десятка иранских томкатов, по слухам, до сих пор находятся на вооружении и в состоянии боеготовности, несмотря на десятилетия отсутствия поставок запчастей. Получается, что своими победами F-14 больше обязан не уникальному радару и возможности залпа из 6 ракет по $1 миллион каждая, а грамотному использованию ракет ближнего боя, которые без проблем вешаются практически на любой носитель. Ну, вопрос, конечно, философский. Ясно одно, на момент своего появления F-14 был однозначно лучшим комплексом перехвата. Просто время не ждет. Цели, задачи и угрозы — все поменялось. И отличный перехватчик, пусть и доведенный в итоге до уровня многоцелевой машины, уступил место изначально универсальному комплексу, сравнительно недорогому и эффективному. Как говорится, just business. Наш прототип, как и многие другие самолеты ВМС США, не раз примерял различные юбилейные схемы окраски. Вот это, например, фотография из так называемого прощального круиза F-14 2003 года. Но мы будем делать этот борт по состоянию на 95 год, во время нахождения на авиабазе Мирамар в Калифорнии. Кстати говоря, именно на этом аэродроме в то время базировалась легендарная флотская школа летчиков-инструкторов Top Gun, а уже в следующем 96 году она переехала в Неваду. Ну что, с прототипом определились. F-14D, борт NE-100, вторая эскадрилья Bounty Hunters, то есть охотники за головами, авиабаза Мирамар, военно-морских сил США. Поехали! Открываем вожделенную коробку. И здесь все традиционно для Great Wall Hobby. Во-первых, это классное качество полиграфии. Инструкцию приятно взять в руки, все отпечатано в цвете и все очень логично с 3D рисунками. Во-вторых, расфасовано все и абсолютно сгруппировано классно. Фонарь вот так вот упакован отдельно, отдельно блоки с вооружением, отдельно с соплами, отдельно с элементами планера. Очень логично и очень удобно. Декали на двух листах тоже впечатляют тем, что они, во-первых, очень детальны, во-вторых, тоже очень надежно упакованы. Схема окраски тоже песня. Все в цвете, все очень понятно, и делать мы будем именно этот борт NE-100 эскадрильи VF-2. Выкладываем все детали на стол, и нас не покидает ощущение, что работы будет много, но что эта работа будет приятной. Единственное дополнение к маске от SX Art, здесь они даны для F-14A, но, конечно же, они подойдут и для других версий Tomcat. Кабина — это тоже много деталей, но собирается все абсолютно прекрасно, и для того, чтобы ее оживить, мы будем использовать штатные декали. Для начала, конечно, мы покрываем кабину базовым серым вот таким вот нейтральным цветом. Можно это делать совершенно спокойно кистью, проблем здесь не будет никаких. Дальше переходим к окраске кресел пилотов. Здесь тоже все очень легко, понятно. Собирается, опять же, все здорово, и красить это легко. Главное, что у деталей достаточно хороший рельеф, то есть все это будет смотреться прекрасно. Покрываем те поверхности, на которые у нас будут ложиться декали, глянцевым лаком. И опять же, обратите внимание, как здорово сгруппированы декали. Очень удобно, блоками прям можно вырезать и с ними работать. Декали очень хорошего качества, то есть они намокают быстро, отстают от подложки быстро, но нам здесь, конечно, важнее, чтобы они могли обтягивать вот этот рельеф при помощи специальных жидкостей. Все это происходит достаточно легко, хотя рельеф действительно здесь очень-очень мощный, поэтому я использую здесь Markfit Strong в основном, и Markfit только сверху немножечко как фиксирующий. Не бойтесь прожимать вот эту вот декаль, главное, чтобы до этого она была правильно спозиционирована. Вполне у нас получается приличный интерьер, опять же, это просто рельефный пластик плюс штатная декаль. Здесь, конечно, нам надо будет заглушить дисплей, потому что здесь они даны таким зеленым цветом, но до этого мы сейчас дойдем. А пока что привариваем декаль получше несколькими слоями Markfit Strong. Дальше устанавливаем в переднюю кабину ручку управления самолетом, в заднюю кабину ручку управления системой вооружения. Приглушаем вот так вот черным цветом многофункциональные дисплеи и из проволоки делаем держки катапульты. По сути, это одна из совсем немногих доработок, которые, я считаю, здесь нужна. Вот так вот их красим, вот в такую полоску черно-желтую. Дальше методом сухой кисти немножко оживляем кресло и соединяем получившуюся кабину с нишей передней опоры шасси. Очень удобно по направляющим вот так вот вставлять кабину в половинку фюзеляжа. Вставляем, фиксируем, закрепляем. Сначала, конечно, проверяем это на сухую, но потом
все это приклеиваем. Как правило, проверка на сухую у Great Wall Hobby нужна просто для того, чтобы убедиться в том, что стыкуемость идеальная. Устанавливаем кресло. Здесь я сделал немножко из фольгированного скотча имитацию ремней, ну а дальше отдаем дань уважения радиолокационной станции F14. Ее не будет видно, я не буду делать конус открытым, но тем не менее пусть все знают, что у нас есть RLS в этой модели. Устанавливаем ее, и вот такая вот кабина у нас получается, вот такая вот у нас получается носовая часть. Мне очень нравится, если честно, для штатной обычной из коробочной версии это очень-очень круто. Носовой конус устанавливаем. Никакой особенной подгонки здесь не надо. Не то, что особенной, а вообще никакой подгонки практически не нужно. Все детали очень-очень классно стыкуются. И даже отделять их от литников тоже очень легко, потому что питатели расположены именно там, где должны быть. Сразу просверливаем отверстие под установку пилонов для вооружения и крепим вот так вот узел складывания крыла. Тогда я еще думал, что их можно будет сделать подвижными. Фиксируем это все, в том числе фиксируем вот эти выдвижные треугольные поверхности в наплыве крыла, которых у F14D, как известно, нет. Поэтому здесь просто все делаем заподлицо. Используем практически повсеместно сверхтекучий клей, потому что при такой стыкуемости это самый оптимальный способ скрепить детали вместе. Каналы воздухозаборников даны вот такой одной деталью, переходящей от прямоугольного сечения к круглому. Все очень легко собирается, и здесь совершенно здорово даны сами воздухозаборники, потому что расшивка со всех трех сторон пропечатана совершенно идеально. Регулируемые поверхности воздухозаборников сразу ставим в правильное положение, ориентируясь, конечно, по фотографиям. Монтируем вот эти вот подфюзеляжные гребни и стыкуем носовую часть фюзеляжа с центропланом. Тоже это очень легко делается, и все членение здесь дано абсолютно логично, сознанием дела. Все это опять же на сверхтекучем клее достаточно легко собирается. Где есть какие-то стыки, они закрываются вот такими вот панельками. Где этих стыков нет, там членение дано так, что оно проходит ровно по линии расшивки. Это очень-очень удобно. Работать одно удовольствие. Устанавливаем кили сразу в правильном положении с правильным углом развала и переходим к консолям крыла. Механизацию можно сделать выпущенной, можно убранной. Я хотел сразу делать убранной для того, чтобы можно было сделать максимальный уровень стреловидности, и из 5 деталей каждая консоль крыла состоит. При помощи вот таких вот зажимов все крепим, ненужные кусочки срезаем, это тоже все отображено в инструкции, никакого изобретательства здесь не нужно, все собирается очень легко и понятно. Здорово, что и при выпущенной механизации, и при убранной крыло будет смотреться очень аккуратно. Детали даны разные, стыкуется все, опять же, не перестану это повторять, очень здорово, и будет все выглядеть аккуратно. И вот так вот консоли крыла пока временно крепим сюда и наслаждаемся пока еще рабочим механизмом изменения стреловидности. Дальше устанавливаем пилоны для запуска ракет Phoenix. Они монтируются дополнительно на фюзеляж, как и на реальном самолете. Если у нас самолет не применяет Phoenix, то у него эти элементы не устанавливаются. И опять же на сверхтекучий клей все это легко очень крепим. Опять же, ракеты все устанавливаются вот на такие штифты. Это тоже очень удобно, потому что ошибиться с их позиционированием невозможно. Мы будем делать вариант с 6 ракетами Phoenix, хотя говорят, что с 4 только самолет летает, чего подобного. Самолет может взлетать с 6 ракетами и садиться с 6 ракетами, но не на авианосец. Это единственное ограничение. Также собираем подвесные топливные баки, и вот так отдельным, опять же, обратите внимание, блоком даны у нас ракеты Sidewinder. Тормозные щитки у нас будут в убранном положении, поэтому их хорошо сюда вклеиваем на сверхтекучий клей. И дальше имитируем линзу отображения ELS при помощи вот этих прозрачных лаков. И дальше переходим к фонарю. Фонарь у Great Wall традиционно, к сожалению, вот с этим небольшим швом сверху, который мы будем убирать. Но для начала зеленоватым вот этим вот налетом имитируем переднее бронестекло. Это единственное здесь бронестекло, поэтому оно по цвету будет отличаться. Дальше отделяем фонарь. И вот этот вот шов, который я здесь крупным планом показываю, мы будем обязательно убирать, потому что с ним модель будет смотреться немножко странно. Вот таким вот блоком наждачным мы это все плавно-плавно убираем.
Потом нам надо будет это все обязательно заполировать. Для этого используем вот такую полировочную пасту круговыми движениями, чтобы, не дай бог, не было никаких резких переходов. Все это заполировываем. У нас получается вот такая немного пугающая матовая штука. Главное это все хорошо промыть, и затем можно окунуть это в футуру волшебную, которая нам не только даст блеск, но и вернет прозрачность. Конечно же, если правильно фонарь вымыт и подготовлен. Даем всему этому хорошенько просохнуть для того, чтобы с фонарем можно было работать дальше, а дальше мы его крепим к уже кабине. Здесь нужно использовать очень-очень аккуратно сверхтекучий клей, для того, чтобы ни в коем случае не было его избытка. Сначала крепим откидную часть и затем фиксированную часть. Выглядит у нас это все достаточно прилично, и опять же прозрачность у деталей от Great Wall Hobby шикарная. Если бы еще не этот шов, но это такое наименьшее из зол. Дальше наносим маски окрасочные, для того, чтобы у нас ничего нигде не затекло. Маски очень хорошо подогнаны по геометрии, классно ложатся. И вот этот вот малярный скотч, по сути, из которого они сделаны, он очень удобен тем, что он, во-первых, не тянется, во-вторых, у него хорошая очень адгезия, то есть он никуда не девается. И вот здесь я использовал гибкий скотч, что на самом деле делать не надо. И в конце видео я объясню, почему так делать не надо. Пока просто поверьте на слово. Лучше закрывать это все обычным малярным скотчем. Дальше мы переходим к стойкам шасси, и для носовой стойки даны два варианта. Есть обжатый для катапульты и обычный для наземной стоянки. Мы берем второй вариант, хотя первый тоже может пригодиться кому-то, особенно если делать диораму со стартующим с катапульты самолетом. Посадочная фара здесь дана вот таким вот сплошняком, и, пожалуй, это нужно исправить. Тем более, что сделать это несложно. Сначала цанговым ножом вот так вот намечаем отверстие, а потом просто подходящим сверлом его рассверливаем. Дальше берем, собираем вот эту вот двойную обзорно-прицельную систему, характерную для F-14D. Вот эти отклоняемые поверхности за механизмом складывания крыла тоже ставим на место. И дальше консоли крыла приклеиваем уже к направляющим. Да, пока еще крыло может двигаться, но нам в самое ближайшее время надо будет выбрать уровень стреловидности, с которым мы будем модель оставлять. И мне захотелось сделать в стояночном парковочном положении на авианосце 75 градусов. Ну а дальше нам остается только добавить сюда ПВД. Делать это надо осторожно, и он тут толстоват, поэтому я его немножечко обточил со всех сторон, но ставится он опять же без проблем и держится достаточно хорошо. Плюс пластик сам качественный, поэтому обломаться он, по крайней мере, так легко не должен. Дальше мы покрываем модель слоем грунта. Я здесь использую шлифуемый грунт от Akan. Мне он очень нравится тем, что его можно использовать с отвердителем, и он, при том, что он быстро высыхает, дает очень хорошую качественную поверхность. Вот так вот при помощи трафарета обеспечиваем неравномерность окраски сопел с использованием, опять же, акановских металликов. Очень нравятся мне они и цветом, и тем, что они очень быстро сохнут. Очень удобно, когда два цвета надо последовательно наносить. Дальше занимаемся конусами ракет Phoenix и плавно переходим к нишам шасси. Вот так вот малярным скотчем я здесь их закрыл, для того, чтобы иметь возможность белым цветом эти ниши прокрасить. Интересно, что американцы используют на всех своих самолетах, и в ВВС, и во флоте, белый абсолютно цвет. Видимо, это сделано для лучшей заметности, когда шасси выпущены с земли, чтобы это было видно. Дальше при помощи вот такого трафарета закладываем основу того, чтобы у нас цвет был немножко неравномерный. Опять же, здесь главное не наваливать толстого слоя, иначе у нас это все поплывет. И дальше на эти ниши мы можем сразу нанести смывку, потому что потом такого хорошего доступа к ним не будет. А сейчас самый оптимальный момент. Благо, что акановские краски 6 серии спокойно совершенно допускают использование смывки прямо поверх, без дополнительного слоя лака. Дальше надо как-то закрыть ниши шасси. Я здесь использовал жидкие маски, кому что милее. Вот мне жидкие маски на самом деле понравились. Да, снимать их трудно, зато все очень надежно закрыто, и наносить их, по крайней мере, очень легко. Ими же покрыл шины колес,
а, естественно, диски закрыл масками. Снимается это все, конечно, очень легко и получается симпатично. Ну и дальше наносим пришейдинг. Опять же, начинаем с каких-нибудь второстепенных деталей. Не начинайте сразу с видовых каких-то мест, потому что если что-то не получится, будет немножко неприятно. Здесь я потренировался на подвесных топливных баках, дальше пошел по всему фюзеляжу. Можно тоньше делать, можно толще. Я не гонюсь, честно говоря, за абсолютно какими-то сверхтонкими линиями. Мне нравится это делать вот так вот немножко более грубо. Дальше мы наносим основной цвет, опять же контролируя вот это вот заполнение. С акановскими красками это делать очень легко, потому что если их разбавить примерно в половину родным, естественно, разбавителем, то очень легко контролировать вот это проступание пришейдинга и вот это проступание всех вот этих трафаретных дел. Вы видите, что здесь я несколько слоев наношу и просто смотрю за тем, чтобы результат меня устраивал. Мне не хочется делать, как я уже не раз говорил, пришейдинг ради пришейдинга. Мне важно, чтобы все это выглядело натурально. Цветов у F-14, как и у всех самолетов США в этой так называемой Low Visibility Scheme, здесь два. Они очень-очень слабо отличаются между собой, и так и есть на реальном прототипе. Посмотрите на все фотографии. Очень редко, когда это заметно, особенно если в фотографии не выкручен контраст на все, где все это будет, конечно, более явно. Ну и опять же, самые видовые поверхности, то есть верх самолета, мы оставляем на самый последок, когда мы уже отточили технологию, когда мы уже понимаем, что мы хотим, когда уже понимаем, как у нас ложится краска и сколько проходов нам нужно сделать и так далее. Третий оттенок серого мы используем для того, чтобы покрыть зону в районе фонаря. Этот цвет тоже не очень контрастный, но тем не менее он гораздо сильнее отличается от первых двух, чем они друг от друга. Тоже здесь нужно все сделать аккуратно. Конечно, нам помогают маски и помогает вот такой вот гибкий малярный скотч. Ну и вот такие у нас получаются ниши после снятия масок. И здесь нам остается только вот такой красный контур нанести. Красный, опять же, я достоверно не знаю, почему именно красный используется, но мне кажется, для того, чтобы сразу же было видно, если какая-то створка недооткрылась, недозакрылась с земли или с корабля, чтобы это было видно, и в том числе и техникам, которые готовят самолет к вылету. Поэтому здесь очень-очень аккуратно кистью вот так вот наносим, самой-самой тоненькой кисточкой 3:0 мы наносим все вот эти вот красные штуки. Стальным вот таким вот цветом мы изображаем носки крыла, и всякими другими металликами мы накрашиваем срез пушки и используем другой металлик, еще жженого металла, для капотов двигателей. Здесь очень важно все закрыть правильно масками, для того, чтобы у нас этот металлик не надулся куда-нибудь на основной цвет. Дальше начинаем устанавливать сопла здесь, и все у нас опять же стыкуется очень легко, становится в правильном положении, ошибиться, как говорится, невозможно. Стойки шасси мы можем тоже сразу оживлять смывкой, потому что Акан 6 серии допускает смывку на непосредственно саму краску, и дальше при помощи обычного клея устанавливаем на место стойки шасси. Делать это надо довольно аккуратно, потому что все кругом окрашено, надо очень осторожно пользоваться клеем, когда мы приклеиваем детали, которые уже окрашены, потому что потом перекрашивать будет целая проблема. Но здесь со стыкуемостью все абсолютно прекрасно, все становится на свои места ровно так, как этого ожидаешь. Дальше у нас идет глянцевый лак, для того, чтобы поверх этого слоя лака мы могли нанести декали. Слой этот должен быть достаточно таким приличным, именно для того, чтобы поверхность была глянцевая. И вот так вот, опять же, начиная с каких-то невидных элементов, дальше мы постепенно покрываем всю поверхность нашей модели. Переходим непосредственно к декалям, их очень много, и здорово, что отпечатаны они очень качественно. Здесь точно все надписи читаемые, даже под лупой это все можно прочитать, вплоть до серийного номера ракеты. Но есть и проблемы. Вот здесь, например, явно не в масштабе вот эти надписи, они слишком здоровые на ракетах AM-9 Sidewinder. Но благо таких косяков практически нет, они буквально единичные. Строевые огни у нас выглядят вот так. Очень красиво. Вот здесь, например, еще один косяк, но это скорее косяк инструкции, потому что, конечно, эта декаль должна быть не во всю ширину воздухозаборника, а только примерно на 2/3. Очень удобно декалью сделаны вот такие вот законцовки килей, тоже
здорово и тоже очень удобно. Вместо того, чтобы наносить маску, единственное, обязательно обратите внимание, что на левом киле у нас фонарь есть. Ну и дальше декали привариваем, конечно, при помощи специальных жидкостей. Все это технология отработана. Сами декали здорово, что они не тянутся, то есть они геометрию держат свою очень здорово. И вот эмблему NI, которая соответствует второй эскадрилье, мы сюда наносим и опять же привариваем хорошенько вот этими специальными жидкостями. Дальше немножко анимируем посадочный гак и вообще всю вот эту вот хвостовую часть. Конечно, лучше всего использовать фотографии в качестве ориентира, хотя здесь и в инструкции дано все правильно, но фотография подскажет и нужный оттенок, и нужный какой-нибудь прием для эффекта. Задуваем все глянцевым лаком для того, чтобы наносить смывку. Например, вот здесь на колеса мы немножечко смывку наносим. Ну и, собственно, на всю модель нам тоже надо будет наносить смывку. Не бойтесь чуть-чуть переборщить, может быть, не обязательно капать прям так, чтобы только шовчик там зашел и так далее. Мне нравится то, что смывка немножечко оставляет такие, в том числе и грязевые как бы разводы. Никакой проблемы в этом нет. Главное, чтобы они не были где-то очень сильно концентрированными, а где-то их не было вообще. Старайтесь, чтобы модель была равномерно вот этим вот эффектом покрытой. Дальше мы наносим слой уже матового лака и подсобираем все, что осталось. По сути, это колеса шасси, это створки шасси, которые опять же без проблем становятся в свои пазы. И дальше с трепетом приступаем к масляным точкам. Честно говоря, никогда этой техникой не пользовался, но сейчас решил попробовать. И опять же пробуем мы на чем-то, что не так заметно. Это подвесные топливные баки, причем, вы видите, я беру верхнюю их поверхность, которая ближе к мотогондолам. И работает это вот так. Мы берем кисточку, смоченную в White Spirit, которую мы обязательно промокнули, и на вертикальных поверхностях смазываем все вниз. На поверхностях каких-то горизонтальных мы это размазываем по полету. Но ни в коем случае не делаем это в две стороны. Всегда должно быть в одну сторону, по крайней мере для начала. Да? Ну и затем это можно как-то потихонечку растушевывать и добиваться, в принципе, можно любого эффекта. Здесь что очень важно, что эта технология, я вот еще раз говорю, я ее пользовался здесь впервые, технология очень удобна тем, что она абсолютно допускает то, что не понравилось, можем удалить все это полностью и попробовать. Вот здесь я начинал с совсем таких жирных мазков, но тем не менее потом все это смог подкорректировать и, собственно, добиться нужного результата. Буквально у меня получилось за примерно 20-30 минут. В принципе, можно всю эту технологию освоить и потом ей уже успешно пользоваться. Мне очень понравилось, буду ее использовать дальше. Успешно я не имею в виду, конечно же, себя. Успешно я имею в виду, что когда мы получаем тот результат, на который мы рассчитывали. Я сразу же не хотел делать загаженный очень сильно борт, хотя многие подписчики меня просили, давай больше жести, больше грязи. Но, честно говоря, я вот не могу так вот совсем марать модель какой-то грязюкой. Мне кажется, что должно все выглядеть достаточно аккуратно и лаконично. Вот я к этому стремлюсь в первую очередь. Дальше подвешиваем вооружение, ставим различные датчики и антенки, опять же стараясь их немножечко сделать тоньше, если это возможно, потому что они здесь все пластиковые, а не смоляные. И наносим на те места, где у нас были эффекты, где мы использовали всяческие масляные точки и прочие вещи, наносим матовый лак. Аэронавигационные огни мы традиционно наносим красным цветом слева и зеленым цветом справа. Можно это делать просто кистью, если это делать аккуратно, либо это можно делать при помощи аэрографа и масок, как кому удобнее. Здесь важно, чтобы после матового лака у нас глянцевыми оставались вот эти вот поверхности аэронавигационных огней. Это очень важно. Ну и дальше снимаем маски, как всегда, надеясь, что никуда ничего у нас не затекло. И каково же было мое разочарование, когда увидел, что как раз-таки затекло. Я не знаю, что это, я думаю, что это может быть White Spirit, а может быть и нет. Поэтому на всякий случай я вам не рекомендую использовать гибкий вот этот вот скотч для деталей, покрытых футурой. Вы видите, какой ужас получился. Но, слава богу, я уже думал, что я запорол фонарь, а на самом деле просто еще один слой футуры всю эту штуку вылечил и, честно говоря, отлегло. Ну, а модель у нас, в принципе, готова становиться на полку.
Вот такая получилась история и вот такая получилась модель. Мне посчастливилось живьем увидеть F-14 лишь однажды, и это было в 2011 году в Нью-Йорке, где на берегу Гудзона навечно пришвартован авианосец Intrepid, на борту которого устроен шикарный музей. Кстати, выставленный там самолет — это тот самый 7-й прототип YF-14A, который использовался для испытаний новых двигателей. Причем раскраска у него Super Tomcat, но двигатели, судя по всему, старые, TF-30. Было очень интересно краем уха послушать молодого экскурсовода музея, который рассказывал о выставленных машинах американским школьникам. И особенно я ждал, что же он скажет про советские МиГ-15, МиГ-21, которые тоже есть в экспозиции. Так вот, говорил он про русскую технику очень уважительно и по делу. Никакого пренебрежения, никакого шапкозакидательства. Респект. F-14 довольно частый экспонат в музеях в Америке, но главный памятник этой машины — это, конечно же, культовый фильм «Топ Ган» 1986 года, где главные роли сыграли два Тома — Том Кэт и Том Круз. В картине использовано огромное количество кадров реальных маневров, в том числе взлетов и посадок и на авиабазу Мирамар, и на атомный авианосец Enterprise, и, конечно, ближних боев с грозным МиГ-28. Это вымышленный самолет, в роли которого снялся Т-38 Теллон, учебный самолет фирмы Northrop, естественно, выкрашенный в устрашающий черный цвет. Интересно, что ближний маневренный воздушный бой, который F-14A демонстрирует почти весь фильм, на самом деле никогда не был сильной стороной этого самолета. И неустойчивость двигателей, и ограничения по перегрузке 6,5. Но дальний ракетный бой в кино выглядел бы скучно. А так, благодаря зрелищности фильма, не только в 40 раз выросли продажи очков Ray-Ban Aviator, но и желающих поступить в летные школы военно-морских сил США стало больше в 5 раз. Кстати, сиквел Top Gun Maverick 2022 года с кучей компьютерной графики, где старичок F-14 побеждает Су-57, на фоне оригинального фильма, конечно, выглядит очень слабо. Так что, если соскучились по F-14, пересмотрите лучше кино 1986 года. И в любом случае подписывайтесь на нашу группу ВК, чтобы следить за обновлениями. А в следующий раз мы уже точно доберемся до Су-30СМ, и его постройка уже возобновилась. Спасибо вам большое за поддержку и до новых встреч!